И снова здравствуйте, гости дорогие! Вы на канале Абориген 65. И у рояля тоже, что и в прошлый раз, Мещеряков Виктор Викторович. Итак, сегодня поговорим о второй по значимости японской вещи на верстаке столярном европейца. Это о стамесках. Многие из тех, с кем я говорил раньше, утверждали, что японская стамеска им не нравится, потому что она режет руку, когда ей пытается давить. Там откалывается кромка, в общем, целая куча проблем с ней. Но, как говорится, если вам не нравятся японские стамески, вы таки просто не умеете их готовить. Вот сегодня мы займемся тем, что будем правильно готовить японскую стамеску для употребления за европейским верстаком. Итак, два слова о стамесках. Стамески японские, те, что у меня есть, от 2 мм толщиной до вот рабочий у меня это 5 см, 50 мм. Есть, правда, специализированные стамески с шириной 80 мм, 8 см. Но это для изготовления гетто и прочих таких специализированных вещей. Но к ним мы вернемся тогда, когда будем говорить о типах и видах стамесок. А сейчас мы начнем с традиционного, так скажем, для мясников варианта тигра в разрезе. Расскажу вам, из каких частей состоит стамеска, как ее правильно приготовить, для того, чтобы она доставляла удовольствие, а не проблемы. Итак, приступим. Итак, из чего же все-таки сделана наша стамеска? Основные части один раз называю по-японски, чтобы так для любителей, а остальное буду говорить по-русски. Это хасаки, металлическая часть, основное лезвие. Потом идет шейка, которая незатейливо называется куби, что означает шейка. Здесь такая вот фирулка, кучигане. Рукоятка называется самая изобретательная просто И кацура это у нас кольцо, которое предохраняет стамеску от растрескивания. Данный вариант у нас называется оиреноми, ну или, так скажем, стамеска на все случаи жизни. Не долото, не подрезная, а такая универсальная. То, что, как правило, у людей находится. Как определить качество стамески? Ну, разумеется, если вы знаток японских клеем, вы найдете вот здесь вот такую блямбочку, на которой написано имя какого-либо великого кузнеца. Ну, я могу сказать более простой вариант. Если посмотрим сюда вот на эту фирулку, видите, она сделана, специально прокована дополнительно. Значит, человек, который делал эту стамесочку, потратил дополнительное время на это кольцо. Соответственно, этот металл будет намного качественнее, чем любые другие. Кстати, о металле. Стамеска, как и рубаночные железки, состоит из двух слоев металла. Низкокарбоновая сталь сверху и высококарбоновая сталь снизу, более жесткая. Причем железо для основного тела стамески японцы предпочитают брать довоенное. Я, честно говоря, не знаю, что такое великое произошло во Второй мировой войне. То ли какие-то изотопы попали в металл, то ли стали использовать другой вариант приготовления металла. Но японские кузнецы собирают старые якорные цепи, якоря, детали, там костыли, подушки от старых железных дорог, там достают из моря там куски кораблей, в общем, и из них делается вот эта вот часть. Обратная сторона имеет как бы два основных названия: белая бумага и синяя бумага. Ну, быстрорежущая сталь и какой-то другой вариант. Я не специалист, не инженер, по мне оба варианта режут одинаково хорошо. Ну, еще для интереса, как и любой инструмент, он состоит из лица. Вот это вот называется лицо, омоте. И ура, нижняя часть. Для простоты заточки нижняя часть специально прокована и выбрана такая вот ямочка, для того, чтобы было проще затачивать. Когда здесь режущая часть остается от полумиллиметра до, как правило, до 2 миллиметров. Как только она съедается напрочь,
Японцы занимаются процессом, который называется урадачи, а именно выдавливание в обратную сторону этой самой карбоновой стали. Для этого берется молоточек и подстукивается. Вот здесь слишком близко, конечно, к краю товарищ стучал, но это не я. Но так как он его не сломал, значит, он знал, что делал. Видимо, в этот момент она была несколько длиннее. Как правило, стучат вот здесь, в верхней трети. Ну, мы еще постучим с вами, когда у нас будут рубаночные железки. У меня есть несколько сточенных, которыми мы и займемся. Стамески в районе 5 сантиметров, ну, может, от 3 до 5 еще выдавливают внутреннюю часть. Более узкие стамески, как правило, нет. Потому что, ну, смотрите, если у нас вот стамесочка 4 миллиметра, при любой заточке рубаночная железка, в принципе, останется только края цепляться, а здесь мы очень быстро сточим эти края, и уже останется просто ровная сторона. И в конечном виде она будет выглядеть где-то вот так вот примерно. Вот как эта вот старая стамесочка. В принципе, никакой великой разницы в этом случае нету. Просто чуть-чуть сложнее точить, чуть-чуть дольше. Ну, если нижняя сторона выровненная, только чуть-чуть подтачивается верхняя кромочка. Эта стамеска еще не доведена до ума. Это я достал из запасов. Если мы говорим о уж совсем дорогих стамесках, тут я по случаю на барахолке купил вот такой вот комплектик. Я надеюсь, вам видно. Это называется мокуме. Если вот так вот присмотреться, металл прокован в пачке. И, как правило, вот здесь не очень хорошо видно, но получаются годичные слои, как на дереве. Мокуме означает как бы рисунок дерева, так скажем. И еще у хорошего качества стамесок, вот если вы посмотрите, видно, отличается карбоновая сталь, жесткая железка от простой железяки. И вы видите, что здесь она таким корыцем. В смысле, не только режущая кромка, но и боковые кромки тоже из высокопрочной стали. У более простых стамесок, вот как та, которую я держу в руке, только вот эта вот нижняя кромочка. Но, честно говоря, даже есть из дамасской стали делаются такие стамески. Причем само тело стамески делается из дамаска, а режущая кромка, опять же, из японской стали под названием белая бумага или голубая бумага. Потому что дамаск, он не несет такой великой режущей нагрузки. Но красив, зараза. Поэтому стоит он бешеные деньги. Вот такая стамесочка, если она была бы целая, свеженькая, новенькая, на eBay продается, ну, я лично видел неоднократно, какой-то товарищ их постоянно продает, от 6 до 12 тысяч рублей за единицу стамески. Мне она обошлась, как это по-русски перевести, в 300 рублей. Но я их брал комплектом, еще торговался. Товарищ был не специалист, поэтому сторговаться удалось легко. Был бы спец, такой бы финт, наверное, не прошел. Итак, вернемся к приведению стамески в удобоваримое состояние. Когда мы покупаем стамеску, она, как правило, заточена. В хороших компаниях кузнец ее еще и заправляет. В смысле, ей можно брать и резать, прям, так скажем, из коробки. Но практически у всех ручка поставляется вот в таком варианте. Видите? Абсолютно спокойно двигающаяся вот эта вот кацура, колечко, которое при желании даже можно легко снять. Ну, не легко, но тем не менее. И если вы по нему будете долго и нудно стучать, на нем образуется буртик острый. И при попытке взять его рукой, вы, разумеется, пораните себе руку. Как избежать этого? Нужно сделать вместо ударной поверхности кольца ударную поверхность дерева. Потому что кольцо не для того, чтобы по нему бить. Кольцо для того, чтобы не растрескалась ручка при ударе. И поэтому формируется вот такая шапочка. Вот как на этой стамесочке сформирована, по которой наносится удар, видите, и кольцо, вот эта кацура, в замечательном состоянии, не побитое, не покоцанное, и удар получается мягче и ровнее. Некоторые товарищи усердствуют, ну вот эта вот рабочая стамеска, называется Нихон Мукамачи, двойная. Товарищ, который ей работал, сделал, видимо, побольше с запасом голову
и расфигачил его вот здесь. Но, в принципе, выглядит она не так красиво, но свои цели она исполняет. Итак, что нам нужно для приведения стамески в нормальное состояние? Ну, во-первых, сама стамеска. Потом нам нужен молоток. Желательно с полукруглым бойком, как здесь. Одна сторона ровная, другая круглая. Ну, можно любой молоток, собственно говоря. Это не принципиально. Потом нам потребуется какая-то металлическая подставочка. Ну, в данном случае специальная для урадачи, для выгибания, так скажем, обратной стороны рубаночного железка. Но подойдет любая. Даже, в принципе, подойдет просто из твердого дерева. Ну и у японцев есть, конечно, специальное приспособление, похоже вот на такую же головку ключа, только оно без, разумеется, шестигранника и немножечко на конус идет. Но у меня его нету. То, что предлагалось на барахолках, я не нашел, а в интернете предлагалось по ценам, ну, которые несколько превосходят мои представления о разумности, раз в 10, поэтому я ее не стал брать. В принципе, такая вот головочка нам подойдет, без проблем. А также нам понадобится баночка с водой. Обыкновенная, незаговоренная, просто вода. Первым делом снимаем колечко с стамески. Саму стамеску отправляем замачиваться в воду. Для чего это нужно? Чтобы вы при работе, которую потом будем делать, не раскололи нафиг рукоятку. Имел такой печальный опыт. Поначалу, когда со всей дури молотишь, не подумавши, она разбивается. Поэтому я ее сейчас помещу в корыце с водой, для того, чтобы оно размякло, и займусь вот этой самой кацура, колечком. У него есть небольшой буртик снаружи и небольшой буртик, набитый снутри. По стандарту оно немножечко у края потоньше, у середины потолще, чтобы создавалось такое, как, вот, знаете, как в молотках есть, или в топорах для насадки, чтобы не соскакивало. Мы можем взять какой-нибудь надфиль и проточить вот эту канавочку, брать заусенцы. Но я не буду надфилем работать, потому как я все-таки профессионал. Не то, что я делаю профессионально, но у меня есть профессиональный инструмент, как минимум. Вот такой вот профессиональная тарахтелка с камешком, которым можно пройтись по кругу и убрать все следы, внутренние и внешние, чтобы придать этой вот железячке приличную форму. Но так как у меня это не сильно убитая, этого в принципе достаточно. А так сейчас займемся приготовлением нашей рукоятки, или, как сказано красиво и длинно по-японски, Надо посмотреть сначала, насколько плотно входит колечко. Но вот здесь она плотновато входит. Поэтому для начала слегка уберем ножом металл, древесину, чтобы она входила посвободнее. Так скажем, наносы времени. Посмотрим, ну вот уже попроще. Теперь берем металлический предмет какой-нибудь и аккуратненько обстукиваем. Я вам не буду показывать весь процесс, как, знаете, как с кролика. Я вам покажу уже конечный результат. Так, а теперь берем нашу деревяшечку дубовенькую, ставим на нашу стамесочку, одеваем на нее наше колечко, по-нерусски кацура, берем подходящую головку и так без фанатизма одеваем ее. Надо, чтобы парочка миллиметров, вот как здесь сейчас у меня, выступала. Больше не нужно. Что делаем дальше? Не меняя положение стамески, аккуратненько по кругу пробиваем кромочку.
для того, чтобы создать такую вот шапочку. Так, вот что у нас получилось. Примерно. Все остальное уже добьется, когда будем работать. Это стамеска с одного конца, а это стамеска с другого конца. И в этом случае, если вам вдруг потребуется вот этой ОРНОМи стамеской, которая в принципе не предназначена для подрезки, а для работы только с молотком, вам понадобится подрезать, например, здесь уголочек дуба, жутко сухого. Ничего вашей руке не помешает. И будет вот такой вот срез. Дуб сухой, жутко сухой, потому что мне здесь очень жарко. Но видите, режет она его практически с блеском. Стамеску мы привели в порядок. А теперь посмотрим, как этой стамеской правильно работать. Я тут был вынужден немножко прерваться, потому что ко мне подъехал один очень хороший человек по имени Юра Раевский, который привез мне замечательную липовую доску, которая у нас официально не растет, и несколько кусочков дуба, которая у нас тоже официально не растет, но, судя по видео, которое на ветровале ребята сняли, он обхват с лишним размером. Итак, как работаем японской стамеской? Есть два основных способа. Первое от середины. В отличие от европейского варианта, когда мы бьем фаской вверх, отходят у нас обрезки. В японском варианте бьют фаской, то есть бьют фаской вниз. Вот таким образом. Как видите, в этом случае абсолютно свободно отходят обрезки у нас, без проблем. В японском варианте стамеска не рубит, получается, а она режет. Мы берем немного и по чуть-чуть отрезаем, пока не дойдем до нужной глубины. Это один вариант. Мы доходим до нужного размера, отступаем где-то примерно полмиллиметрика, миллиметрик, срезаем вниз, а оставшуюся часть уже подрезаем другой стамеской, либо этой, аккуратненько, уже руками. Второй вариант похож на европейский, но тоже со своими особенностями. Мы делаем с отступом здесь и выполняем также фаской вниз все операции, но уже от края. Наиболее частый вариант — это все-таки работа от середины. И вот таким вот моментом с песнями и прибаутками идем до самого дна, либо насквозь, тогда с двух сторон делаем. Как работать с японскими стамесками с помощью всех их вариантов и разнообразия, я вам покажу потом. Ну, для начала, я думаю, ликбез такой маленький достаточно. Ну, на этом рассказ о том, как правильно приготовить и употребить японскую стамеску, я завершу. Сразу отвечу на вопрос, а что это я в очках на видео. Просто моя супруга считает, что в очках я выгляжу умнее. Хотя куда уж тут умнее, но я с ней в принципе никогда не спорю по этим вопросам. Итак, бывайте здоровы, живите богато. До следующих встреч!